Все мы учились в школе и знаем, что в обычной школе учатся дети разных слоев населения, есть богаче, есть беднее. Так было и 20 лет назад. Класс у нас был обычный, не очень дружный, но и обижать друг друга никто не пытался. Но все изменилось, когда в школу пришел новенький мальчик, он переехал с деревни к бабушке, так как остался один без родителей. Бабушка как могла воспитывала его, на пенсию много не купишь. Вот здесь бы и сплотиться детям и родителям, и помочь малоимущему ребенку, но не тут-то было. Все вдруг сдружились против Миши, он был скромным и застенчивым мальчиком и не отвечал на их оскорбления. Выделиться среди других ему не было чем, ни обновок, да и красавцем писаным он не был, такой себе простак и нищий. Мне сначала было его просто жаль, и я стал защищать Мишу, отбивать от одноклассников, но вскоре я стал изгоем вместе с ним. Мои родители старались тоже во всем помогать Мише и его бабушке, когда вещами, так как его старенькой бабушке было сложно его поднимать и одевать. Время шло, мы закончили 9 классов и вместе пошли поступать в колледж, чтобы стать юристами. А так как учились мы неплохо, для нас это не составило труда. После колледжа сразу в университет, вместе его и закончили. Благодаря моим родителям, которые не оставили Мишу и всячески ему помогали, мы стали как братьями, везде ходили вместе, занимались спортом и бегали на свидания. После универа открыли свое дело, которое процветает и приносит нам немалую прибыль. А если говорить о Мише, то он стал настоящим мужчиной, красавцем и любимцем девчонок, хотя любимую еще не нашел. С одноклассниками видимся только в соцсетях. Привет, пока. А тут вдруг мне пишут, приходи на встречу выпускников, будут все наши. Мы с Мишей собрались и приехали, школьные годы прошли, интересно было посмотреть, что стало с нашими одноклассниками, кто кем стал, как изменились. Встретили нас тепло, мне привет, как дела, познакомь с другом. А когда узнали, что это тот самый изгой Миша, просто обалдели. Затихли, стало стыдно за свое поведение, но у самого большого забияки все-таки хватило смелости сказать: «Ну ты круто изменился, прости, друг». Разговоров было много, о том, о сём, но все старались побольше узнать о Мише, как он смог так измениться, стать лучше их не только морально, но и материально. А все благодаря моим родителям, которые правильно воспитали меня и не дали испортить жизнь человеку. Потому что он был не такой, как все, что он беден. Будьте и вы такими родителями, не губите чужих детей и своих детей воспитывайте уважать не за красоту и деньги, а за доброту и человечность, ведь чужих детей не бывает. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.